Сегодня мы попробуем рассказать, что скрывается за фразой «за далью даль», откуда оно вообще все взялось. То есть мы специально не пошли ни в какой этот тибетский монастырь, который там наверху, потому что все ответы, они в старом, если угодно, ортодоксальном буддизме, который сохранился на Цивоне. Тот, который называется Хинаяна, ну, классификация Хинаяна. То, где Будда является учителем, образно говоря, помоги себе сам. То есть он сам во всем разобрался, сам себе помог, а потом, в общем, указал путь. И вот если брать Индию, опять же, к вопросу, зачем туда ехать, вот это, конечно, не Хари Кришна, а это вот три великие, как сказать, не книги, а сборники текстов. Это Упанишады, это канон буддийский и Бхагавад-гита. Причем гита она более поздняя, а Упанишады самые ранние. Вот. Гита как бы, ну, не очень интересно, хотя тоже там много чего есть. Вот. А учение Будды, оно вот как бы продолжение Упанишад. И опять же, чтоб там не говорили разные гуры, Будда это прежде всего, по крайней мере, та легенда, которая до нас дошла, это прежде всего обычный человек, который совершил, как сказать, ну, наверное, лучшее из возможного, из всего вообще, что можно в жизни достичь. То есть он оставил то, что у него было, и пошел искать, как сказать, сложный вопрос, что именно. То есть сказать просто истину, это будет неинтересно. То есть он пошел искать избавления от своих собственных переживаний и страданий, от непонимания, от постоянных каких-то сомнений, страхов, там, не знаю, галлюцинаций, бог знает чего. И путь его, опять же, ну, если мы берем легенду, этот путь, он классический. То есть он испробовал все, что было предложено на те времена его культурой, обошел, опять же, по легенде, всех основных учителей и, научившись у них, понял, что не то. То есть в каком-то одном случае это, как сказать, тупая вера, то есть ритуалы без вмешательства понимания. В другом случае это, допустим, какое-то самоистязание в надежде, что это даст какие-то сверхъестественные возможности. В третьем случае это просто отсебятина. И все это не дает ответов на вопросы. И сейчас уже, как бы глядя на то, что у него получилось, что именно Будда нашел? Он нашел способ принять, точнее видеть мир таким, какой он есть, принять его таким, какой он есть, и за счет этого перестать в прямом, в буквальном, в абсолютном смысле перестать страдать из-за того, что мир не такой, каким человек себе его представляет. То есть эта формула, она универсальная. Дистанция между миром и сознанием сокращается, и как следствие большинство страданий просто уходит за... Ну как, они просто перестают быть актуальными.
как вот точно так же с Упанишадами, которые говорят, что вот ты это просто жизнь, а не какая-то там личность или индивидуальность. А Будда говорит, что вот прими мир таким, какой он есть, научись видеть мир таким, какой он есть, и выкини из головы весь шлак, который накопился от культуры, от воспитания, от восприятия, тем самым сократив дистанцию между реальностью и твоей картой в твоей голове, то есть фактически вернувшись обратно, опять же, в животное состояние. Только не то животное, где жрем и спим, а в животное, которое живет в той среде, которая его породила, и живет почти оптимально. То есть, адаптируясь постоянно к изменениям в среде, животные живут почти оптимально. У них нет в голове всякой херни, которая мешает им жить. Как пел один товарищ, мои мысли, как гангрена, нам мешают вечно жить. Вот сам того не желая, он все и сформулировал. Убираешь мысли и живешь вечно. 5 минут. По поводу индийских вот этих вот текстов. Тоже очень важно, что есть, скажем так, три стадии, как с ними взаимодействовать. Взаимодействовать. Потому что просто услышать недостаточно. 3 стадии – это услышать, то есть узнать, познакомиться с доктриной или с текстом, дальше размышлять, ассимилировать, то есть уложить это у себя в голове. А 3, самое главное, это прожить это, пережить, прожить или убедиться. То есть убедиться — хорошее слово, оно почти, почти идеальное. То есть, например, можно прочитать, там, понятно, много чего, но реальность обычно главнее наших умопостроений. Как говорил другой товарищ, жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи умопостроения. Вот там вот ледник Анапурна-1 слева, и есть очень много всяких разных текстов о том, что вот туда, на те высоты, в горы, там, в пещеры ходили разные люди с целью достижения каких-то сверхъестественных способностей. Реальность заключается в том, что обморожение и смерть очень быстро. И любой альпинист знает, что это так. То есть можно сколько угодно гоняться за этими идеями, а реальность заключается в том, что там холодно, ветрено, и жить там невозможно. Несмотря на всю твою спиритуальность и какие мантры ты знаешь. И вот это и есть 3-я стадия. То есть сначала ты услышал что-то, что говорят другие, или написали другие, или пересказывают друг другу. Потом ты анализируешь сам, как Будда делал. Ну хорошо, да, вот аскеты, да, вот они сидят в пещере, там делают разные мудры, произносят разные мантры и становятся летающими. Он идет в эту гору, а там дубак, лед и ветер, и воспаление легких, и ага. Сколько таких Будд не дошло, никто не знает. Вот. А уже 3-я стадия заключается в понимании, что, к сожалению, нет ничего этого. Нет никаких возможностей стать летающим или бессмертным или каким угодно. Но можно от этой всей херни избавиться. То есть можно перестать за этим гоняться, можно успокоиться и жить в том, что есть. Так, как получается. Без всяких, я не знаю, там,
без того, чтобы загонять себя без бессмысленного аскетизма. Хотя это очень важный момент, что одним из главнейших постулатов учения Будды заключается тупик аскетизма. То есть то, что это ведет в никуда. То есть все вот эти вот самоистязания, они не прибавляют абсолютно ничего, кроме увеличивая вероятность этой самой нелепой смерти. И он из этого тупика вернулся обратно. Сейчас он называется бэктрекинг в алгоритмах искусственного интеллекта. То есть он реально вернулся обратно из этого тупика и продолжил свой поиск уже без всякого аскетизма. И все, что он нашел, это ровно вот это, что да, вот единственное, что можно, это воспринять реальность, как она есть, сократить дистанцию между нашими представлениями о реальности и самой реальностью, и, в общем, в ней жить, в этой реальности. Но зато, как сказать, благодаря такому осознанию, такому выбору, очень многое тоже отваливается за ненадобностью. То есть, когда ты видишь очередного гуру, максимум ты улыбаешься. Если ты Будда, то, как сказать, с любовью, если я, то презрительно. Но смысл в том, что ничего кроме улыбки все эти вещи вызывать не должны. И, как сказать, в определенном смысле приход к пониманию, что все это нагромождение слов и концепций, и одно нагромождение отличается другой только, не знаю, высотой и узором, а по сути они все абсолютно пустые, не более чем игра воображения, и составленные из слов, да, из цепочек слов составленные узоры. Да, иногда это красиво, там вот легенды суфийские про человека, который обошел весь мир в поисках сокровища, а сокровища у него внутри. Да, иногда это красивые метафоры, но по большей части это все нагромождение ерунды. И вот Будда – это человек, который прошел через все вот эти нагромождения, отмел их за ненадобностью и сказал, что, точнее, сформулировал описал свой путь и тот вывод, к которому он пришел. И тем самым он освободил людей от от самих себя, от бессмысленных, как сказать, завихрений, мыслей, эмоций в их собственных головах. И поэтому он освободитель, и поэтому он учитель. И поэтому в определенном смысле говорят, что он победитель. То есть он победил того, кого вообще до него никто не побеждал, себя самого. Кого сложнее победить. Поэтому он еще и победитель. Ну и, естественно, самое главное его имя – это пробудившийся. Но пробудившийся вот именно из состояния постоянного внутреннего монолога, внутреннего булшита, внутреннего бессмысленной вот этой вот стиральной машины, которая крутится в голове. Он из этого проснулся в ту реальность, какая есть. То есть не ту реальность, которую человек строит у себя в голове, карту реальности у себя в голове под влиянием соседей и культуры, и культов, там, и чего угодно. А именно он пробудился из этого бессмысленного бла-бла-бла в реальность. И, в общем, как бы и все. Да, и пробудиться, естественно, может каждый. Этот путь, он открыт и универсален. Можно пройти его довольно быстро. Но опять же, 3 стадии. Сначала ознакомиться с теорией, затем поставить ее под сомнение, а потом в чем-то убедиться, что да, возможно, что никаких других путей просто и нет, что этот путь, он единственный.